Всем привет, друзья! Ну что, наконец-то настал этот день. Мы делаем забор с лицевой части нашего участка. Фух, как долго мы этого ждали. Вчера я целый день рыл ямы под столбы, а сегодня целый день уже бетонирую. Конечно, жарко, но работа радостная, потому что наконец-то у нас будет забор. Под столбы я взял профиль 40 на 40, а вот эти толстые столбы 80 на 80, они будут служить опорами для наших ворот. Сейчас бетонирую последний столб и буду начинать варить поперечины с той стороны. Для них мы выбрали вот такой профиль 20 на 30. Думаем, этого будет достаточно. Ну что, друзья, вот и настал, вернее, пришел июль, и настало жаркое лето. Так, ну, моя задача сегодня будет облагородить нашу теплицу. Вот так выглядит сейчас теплица, и нам нужно сделать грядки, пересадить помидоры. Также там есть огурец, и здесь тоже огурец, тоже туда все пересаживаем, делаем подвязку, ну и пробуем жить с теплицей. Поставили уже столбы и моем бетономешалку, чтобы на следующий раз она тоже была чистая, красивая и было приятно работать. Ох, красота! Потому что она очень помогает нам в работе. Уже сколько раз выручала, еще нам пригодится не один раз. Фух, ребята, в общем, очень жарко, очень жарко. Но я сейчас немного передохнула, обмылась и все-таки стартану и перекопаю тепличку. И я думаю, что сегодня все-таки я пересажу туда помидоры. Вот он июль какой, жаркий оказывается. Мы так надеялись, что он будет как июнь. Ну что ж. Фух, очень жарко, мы уже отвыкли от такой жары, но работать дальше надо. И сейчас у меня получилось сделать 10 ямок от помидоры. И сейчас сделаю прикорневую подкормку, удобрение разведу с водой. Так, хоп. Все, и буду высаживать, вернее пересаживать помидоры. Так, отлично. Первая поперечина выставлена, но теперь самое страшное. Идти одеваться. Джинсы, концертный пиджак, маску для сварки. Фух, в такую жару это настоящее испытание. Но ничего, мы справимся.
Вот так я приловчился. Варю один стык, потом на тачке переезжаю дальше. Такс. Едем до следующего столба. Здесь останавливаемся и следующий стык варим. Так, сейчас мы тебя пересадим на новое хорошее место. Так, надеюсь, я правильно его взяла. Вот он. Опа, уже цветет вовремя. Так, пойдем пересаживать тебя. Как вы знаете, у меня здесь на грядке с чесноком растут самосевные помидоры. И скажу я вам, они выглядят и чувствуют себя намного лучше, чем те помидоры, рассада которых выросла дома. И плоды на них имеются и висят целыми гроздями. Некоторые помидоры высажу в теплицу, а остальные перейдут на пустующую грядку. Возле чеснока у меня рос зеленый лук. Его я тоже решила пересадить и нашла место возле теплички. Этот лук теперь нашел место в моем огороде, и думаю, здесь ему будет намного лучше. Ну а здесь я нашла минутку, чтобы пошить занавески для окошек в коридор. Вот такая ткань у меня лежала без дела, и я думаю, что это будет отличный летний вариант. Чем это так дверь выпачкали? Какой-то мазутой. Да, недостаток светлых дверей и светлых окрашиваний. Вот оно. Сложно вымывается то, что сложно вымывается. Так, ну у меня наконец-то руки дошли до этой комнаты, до нашего коридора. Сейчас хочу здесь все прибрать, вымыть окна, повесить занавески, и чтобы здесь уже была полноценная красота. Вообще мне здесь понравилось, что здесь так пусто, нет никакой мебели, вот, только две полочки украшают здесь. Но все равно на будущее мы хотим в этом коридоре поставить шкаф закрытого типа для курток и обуви, и чтобы все закрывалось и ничего не видно было. Ну и здесь я приступаю к уборке, вытираю пыль, снимаю паутину. Пятно на двери отмылось, благо краска, которой мы покрывали панели и дверь, стойкая и хорошо выдерживает частое мытье. Мою это окошко и думаю, может заказать окно и сюда, чтобы заменить сразу два окна и уже об этом не думать. Стоимость такого окна у нас около 4000 рублей. Мы также поинтересовались и спросили, сколько же будет стоить окно, если в нем сделать обрешетку или отделку, как у французского окна. То такое окошко выходит в разы дороже, около 9000 каждое. Ого, подумали мы, ну и решили сделать такую отделку сами. Ну что, навели порядок в нашем коридоре. Теперь здесь такая красота, и хочется жить, а всего лишь навсего повесили шторки, тюль, добавили ярких акцентов. Кстати, это, конечно, горшочки с уличными цветами, я их уберу, просто хотелось посмотреть на сочетание таких вот акцентов, и мне очень, конечно, понравилось. Поэтому надо что-то придумать на постоянной основе. Также вернула эту полку обувную, она без нее сейчас никак, но, конечно, уже ей, в принципе, здесь уже не место. Поэтому в будущем мы ее, конечно же, заменим и уберем. Как я говорила, мы здесь поставим шкаф закрытой формы. Ну и все. Красота, чистота. Теперь можно пойти отдохнуть, и там надо будет еще Роме кое-что помочь сделать. Ой, посмотрите, какая красота получается. Мы скоро будем с забором. Ура!
как ровно, красиво. Рома все приварил, вообще молодец. Вот, ну и думаю, что этот деревянный когда-нибудь тоже мы заменим. Ну, пока так. Посмотрите, какие у нас тут подсолнухи уже выросли. Потом сделаю кадры поближе. Ну, забор. Ура! Останется только теперь профлист докупить, да, и будем понемногу его брать и уже крепить на вот эти, на этот профиль. Молодец! Ну что, закончил? Фух, да, рыбочка. Да. Доварил уже все, ужарился. Страшно. Ну, наконец-то уже все. Хотя бы каркас уже сделан. Еще вечером хорошенько зачистим и покрасим, да? Как и обещала, сниму вам и покажу наши подсолнухи. Рома сейчас их тоже поливает. Разрослись ли они как солнышко? Вообще Да, классно. красавчики такие высокие. А ну сколько вот? 2 метра. А вот тот, наверное, А этот вообще еще 2,5. выше. Да. Классно. Все растут, все выросли. Крутая идея была, да, с этими, с подсолнухами. Смотри, какой тут вообще толстый ствол. Глянь. Ничего себе. Объем как рука, наверное. Да, Глянь, какой как толстый. бамбук какой-то. Да, настоящее дерево. А цветочки вот эти ты показывала? На одном и красные, и такие желтые, оранжевые. Посадили такую красоту и редко показываем ее. Тут и можжевельник у нас, и бархатцы на подходе. И хризантема от соседки тоже разрастается, очень красивая. Вот, так что осенью здесь тоже будет красота. У нас уже без 29, солнце зашло, жара спала, и пока еще не совсем стемнело, мы думаем покрасить наш забор. Может, как раз успеем. Просто пока не жарко, это удобно делать сейчас. Вообще А то отлично, под да? открытым небом, солнце печет. Куда работать? Еще краску эту нюхать, да? Да, еще и краска. А так вообще здорово. А так свежо. Еще и дождик прошел. Такой неожиданный дождь. Местами, да? Где-то он был, где-то его не было. У нас прошел. У нас именно то место. У нас то, где он шел. Местами, а наше место как раз зацепило. Давай расскажем, чем мы красим. Да, мы красим белой краской грунт эмаль по ржавчине. Называется. Вроде бы краска белая, но на профиле осталось еще немного этого заводского масла. Поэтому она получается какая-то серая у нас, да? Грязно-белая. Грязно-белая. Ой, а в этом году радуют дождики. И вот смотрите, один участок, где рос у нас салат, я его уже убрала и посею еще. Горох тоже уже почти надо собрать остатки. Вот сейчас, кстати, на рагу соберу. Вот, и тоже уберу этот участочек скоро. Вот, ну здесь у нас клубничка, кабачки. И сейчас покажу, какие у нас кабачки. Не кабачки, а кабачища. Вот, смотрите, один и второй. Я сейчас из них буду готовить икру. В общем, мы их прозевали со своими ремонтами, то дожди, то ремонты. И прозевали, не успели даже увидеть, как они выросли. Наша грядка для компоста превратилась в огород. Мы сюда все скидывали, и очистки, и тыквы, и семечки из тыквы. В общем, там у меня просто пропадали в погребе несколько тыков. Я их здесь вот выбросила на перегной. А семечко, смотрите, вот весной дала урожай. И вот очистки картошки тоже. Не знаю, насчет картошки будет, не будет, но насчет тыквы я очень рада. Там есть уже цветочки. Надеемся, что будет у нас несколько тыкв. Это, по-моему, сорт гитара здесь. Вот, так что у нас тут в компостной яме вот такой вот огород получился.
Ну, это и хорошо. Смотрите, какой красавчик. Вот это будет нам сейчас обед. О, вот это урожай. В этом году у нас хороший урожай малины, потому что дождики часто идут, да, Альфа? Альфа тоже любит собирать. Пойдем пособираем вместе. Здесь у нас пересаженные кусты, такой небольшой урожай, а основной там дальше, на тех, которые кусты, которые постарше. Что, ты тоже будешь малинку кушать? Ну ладно, на. Ам, вкусненько. Ам. Вот так бывает, малину собираешь и сам кушаешь. И Альфа дает, она очень любит у нас. Всякие ягодки, клубнику ест. А, моя собачка. Любила витаминку такую, да? Давай мы немного пособираем, а потом и тебе давать буду. Вот, а здесь у нас такая уже, как говорят, ремонтантная малина. То есть она дает урожай 2 раза в год. Она и крупнее, и слаще. Вообще супер. Сейчас пособираю, а потом Вика будет варить варенье. А может и сахаром просто перетрет. Вот такие ветки аж ломятся от ягоды. Гляньте, сколько тут штук, целые грозди. Самое главное теперь успевать собирать это все. Потому что обсыпается быстро. А вот так половину собираешь, половину в рот кладешь. А Альфа у нас есть малину. В основном, когда мы ее собираем, то она тоже приходит, смотрит, так ротик открывает, мы ей туда ложим. А иногда бывает так, что смотрим, не поймем, где она делась. Она подошла к кустику, там штучек 10-12 съела и пошла. Что за собака? Орехи Жужа вместе лущат, ягоды едят. В общем, если вдруг что-то с нами случится, да, они не пропадут. На подножном корме тоже им будет все хорошо. Ну а я здесь готовлю кабачковую икру. Нарезаю кубиками лук, также тру морковь на терке. Все это обжариваю. Наступлением жары, конечно же, готовлю на улице. Хотя пока нету летней кухни, но я вам скажу, что готовить на улице не менее приятная затея. Пока обжариваются лук и морковь, нарезаю сладкий перец. А еще с прошлого года у меня остался сушеный красный острый перец. Его я добавлю тоже.
Но теперь приступаю к нарезке своих гигантов кабачков. И несмотря на свои гигантские размеры, они не переспели, а наоборот получились еще водянистые и очень нежные на вкус. В этот раз нарезала кабачки крупными кубиками. Мне не очень понравилось, поэтому в следующий раз буду нарезать мелкими. Эту икру я не буду закатывать на зиму, ну и зачем нам столько много икры, подумаете вы. Во-первых, конечно же, мы с Ромой ее очень любим, кабачковую икру. Но вторая причина это то, что мы едем к моим родителям на дачу, а там за работой и за милыми беседами такая икра очень быстро уйдет. В этом году мы с Ромой вкусили прелести своего огорода. Это и своя ягода, свои овощи, фрукты, своя зелень. Ну и сейчас я соберу зелень для кабачковой икры. Мне понадобится петрушка, укроп. Также возьму листья чеснока, зеленого лука. И так как моя икра уже почти готова, я добавлю в конце томатную пасту, зелень, соль и также черный перец. В качестве специи также добавлю лепестки бархатцев. Обычно я их добавляю в чай, но ранее вы мне как-то советовали также использовать их как и специи. Собираю уже третий ковшик и смотрю на время, нужно уже бежать. Мы сегодня еще поедем к Викиным родителям, тоже на дачку к ним. И родителей проведаем, и вместе хорошо проведем время. Кстати, будем жарить нутрию. Кто пробовал это мясо, это вообще, там даже жир вкусный. Ну, в общем, мы когда будем жарить, еще сделаем несколько кадров, покажем. Так, ладно, все, я побежал. Потом дособираю все, что не дособирал. Приехали к родителям и поработали, отдохнули и пообщались. Хотела много всего поснимать, но сняла только папино творчество, а дальше за разговорами так и не получилось включить камеру и заснять посиделки. И также еще хотела снять мамино творчество. Уже в следующий раз тогда обязательно покажу. Покажу папину печь. Она еще пока в процессе, но основа уже, видите, шикарно. Готовится в ней все такое вкусное. О, А ну-ка. какая красота. Ой-ой-ой. Вот это будет нам вкусно. А запах вообще непередаваемый. Краска на каркасе нашего забора уже подсохла, и теперь все, что осталось, это прикрепить профиль к нашему забору и сварить, конечно, ворота. Это все займет много и времени, и денег. У нас пока этого нету, и мы решили вот такой Воспользоваться бюджетным таким вариантом. Да, это будет самый бюджетный вариант. Затеняющая сетка. Мы взяли 30 метров. Это нам обошлось 3000, да, рублей. Да, где-то 3200. Но это, кстати, не зря потраченные деньги, потому что эта сетка потом нам пригодится еще в будущем. А листы мы будем постепенно брать, да, и крепить. А сетка пойдет в будущем на затенение всех наших огородных, садовых культур. Да, это точно. Так, бери вот это свой краек и тяни Тянуть, в тот да? дальний край.
Ну что, вот такой забор у нас получился. Бюджетный, но наконец-то есть ограждение. И, Колечка, давай 5. Мы с тобой молодцы, у нас все Молодцы. получилось. Пусть не самый красивый забор и не самый лучший, но зато он дает тоже чувство ограждения. Ну и как бюджетный, я думаю, это неплохой вариант. Ну и работу мы, я думаю, мы выполнили отлично. И несмотря на жаркий июль, мы продолжаем работать интенсивно и стараться выпускать почаще для вас видеоролики. Так что не забывайте поддержать нас лайком, подписаться на канал и обязательно написать хороший, добрый комментарий. Желаем вам всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока! Пока.